Мы рады вас приветствовать. Мы находимся в Смоленской области на второй Вальтре. Трактор Вальта Т-235 с реверсивным постом. Так, у нас на нашем тракторе Вальтре стоит резина Nokian Forest King. То есть лесная резина многослойная. Также на заднем колесе. То же самое, резина многослойная. Так, топливный бак, мочевина, капот, под капотом, естественно, двигатель СИСУ, переводится как бессмертный. Здесь у нас подогреватель двигателя по органам управления. Все как обычно. То есть руль, монитор, подлокотник с органами управления, еще одна панель, еще один дисплей, второй руль и разворачивающее сиденье. Так, у нас данный трактор сагрегатирован с лесным мульчером Ньюба Diamond. Ширина захвата 2 метра. С фиксированными молотками. Диаметр ротора 620 миллиметров. Гидравлическая толкающая рама. Гидравлический капот. Ряд защитных цепей. Спереди тоже 3 ряда защитных цепей. По всему мульчеру стоят самосмазывающиеся втулки. Привод двухсторонний. То есть вот один капот, там 5 ремней. И с другой стороны стоит капот, 5 ремней. На навеске трехточный, 3-й категории. Привод от ВОМа трактора. Редуктор у нас стоит Коммер. Далее стоят РВД, распределительные коробки, опорные лыжи, система от наматывания проволоки. Также ряд противорезов, ниже второй ряд противорезов. Далее запустим, посмотрим в работе его. Сделаем полный комплекс работы. Этот мульчер будет работать в паре с ротоватором. То есть сначала мы пройдемся мульчером, потом будем проходить ротоватором. По этому же следу. Данный комплекс приобретался в нашей компании для запуска в оборот залежных земель. То есть купили Вальтру, купили лесной мульчер лесотехнический, далее купили ротоватор. Сегодня мы покажем полный спектр работ, полную трансформацию, расчистки, скажем так, от начала и до конца. Сейчас у нас происходит первый этап. Убираем растительность с верхнего слоя земли. Далее будем заглубляться ротоватором компании Саукона Мейкраш. Пока понаблюдаем за работой мульчера. Также одновременно мы производим обучение оператора. В салоне у нас сидит наш сотрудник Денис. Обучает механизатора, оператора, как правильно пользоваться и энергетической установкой, и мульчером. Так, у нас деревья посерьезнее. Начинается хорошая растительность.
передача первая, передача вторая. Сейчас закрыли капот для получения более мелкой фракции. Проезжаем второй раз. Получается результат очень хороший. Посмотрите, что получилось. Сейчас заходим вторым рядом. Первый ряд мы прошлись. Так, на пути у нас береза. Мы ее спокойненько наклонили и обрабатываем. Так, для этого у нас есть толкающая рама. Местные жители договариваются, куда березу на дрова или ее мульчируем. Что они решили? Нет, все-таки решили оставить на дрова. Да, все-таки березы решили оставить на дрова, на жерди. Найдут им применение, не хотят они их обрабатывать. А всю остальную поросль, это здесь вяз, ива,
все ее обрабатывают. Так, ну у нас идет дождь. Скорее всего, я пойду где-нибудь спрячусь, потому что я весь уже мокрый. Парни поработают. Такой у нас казус произошел. Березку мы маленько сейчас я ее чуть не накрыл березочкой. Ай, подождите. Вот так вот. Иногда легче просто руками поправить. А это уже попробуем все убрать ротоватором. Вот что осталось от березы. Так, получается масса очень хорошая, очень плотная масса. Посмотрите. Все превращается вот в такое вот. Секундочку, опасно. Итак, мы поработали мульчером. Все объяснили, все показали. Выставили его пока на подножке, на постамент. Далее навесили ротоватор. Ротоватор компании Саукона Мэри Крашер. Модель МГС 241 STG. Сейчас Денис настраивает ту самую Move to POC. Настраивается она очень легко. Настраивается под лошадиные силы силового агрегата. Так, модель вот у нас, смотрите, МГС 241 STG, односторонняя трансмиссия. Масса тонна 970. Здесь табличка с указанием допуск масла 80 на 140. Здесь вот односторонний редуктор. Пока у нас не пойдет смазка, эти будут все подниматься. Смазка должна пойти из регулировочного винта. Так, да, некоторое количество смазки у нас уже вылетело.
очень тяжело давится, потому что 235 лошадиных сил. Вот смотрите, выходит смазка. Все, синяя пошла, Денис. Пошла синяя. Появились. У нас есть еще одна. На всякий случай контрольная. Так, ну все. Мы настроили муфту. Сейчас все соберем. Далее смажем по кругу весь ротоватор и поедем пробовать. Итак, мы навесили ротоватор. Сейчас делаем первый пробный заезд, отрегулируем его. Как говорил ранее, заказчик приобрел у нас целый комплекс, то есть помимо силового агрегата трактора, лесной лесотехнический мульчер Ниюба ТДД 200М. Также к нему в пару приобрели ротоватор Saucon Very Crusher модели MGS 241 STG, односторонняя трансмиссия. Ротоватор имеет запатентованную предохранительную муфту ПОК. Трансмиссия с одной стороны, прикатывающий каток, усиленную раму. Такой получается хороший. Вот результат первого прохода после лесотехнического мульчера. Результат довольно-таки такой серьезный. Сейчас возьмем палочку, посмотрим. Вот глубина. На самом деле очень все неплохо. Очень хорошо. Мы результатом довольны. Идет дождь. Все грязно. Если нужно, можно пройти еще раз, второй раз. То есть остаются вот такие небольшие щепки, которые в результате одного года, одного сезона перегниют. Древесина здесь вся мягкая. Это результат одного проезда ротоватором. Сейчас мы все это попробуем на пеньках. Собственно, для чего и брался этот ротоватор. Данным агрегатом, лесным мульчером, лесохозяйственным мульчером и ротоватором заказчик будет вводить земли в оборот, будут сеять зерновые культуры. В обработке у них сейчас на данный момент находится 3000 гектар, поэтому они приобрели целый комплекс
Что-то будет убираться еще экскаватором, что-то мульчером и ротоватором. Да, сейчас пройдем вот здесь вот. Здесь стояли большие деревья. Вот от них остатки. Сейчас вот здесь пройдем еще ротоватором, посмотрим результат, все вам покажем. Идеальное решение для ввода залежных земель в оборот под сельскохозяйственные нужды. Сейчас попробуем пройтись в обратную сторону, применить опорный каток. На данном поле есть такой нюанс. Здесь раньше в военные годы шли бои, поэтому в земле очень много не разорвавшихся снарядов. Там даже у них на въезде в деревню есть мемориал, где находят остатки пулеметов, снарядов, фугасов, мин, каски старые. То есть нет, именно на этом поле находят. Даже сказали, что нашли один снаряд, не разорвавшийся от «Катюши». Поэтому здесь с осторожностью нужно работать ротоватором. Мы довольны, нам все нравится. Глубина очень хорошая. Давайте посмотрим. Вот палочку увел. Здесь плотно нажали катком, а вот здесь прям пухляк. Да, заглублению данного ротоватора до 25 сантиметров. Результат поражает. Все чисто. Все аккуратно сделано. Как говорится, результат на ваших экранах, на поле у заказчика. Да, переходите по ссылке ниже, которую укажем, либо в комментарии первым оставленном. Обращайтесь в нашу компанию, мы вас проконсультируем, подскажем, что и для каких работ вам взять, приобрести. Это 75-ка, да, обычный трак. Не влазит. Что-то он еще там поймал. Еще что-то, блядь, подцепило. Я говорю, вот сейчас мы сейчас. И вот даже эх войны.
Вы не поверите, что я нашел. Патрон. Вот прям только что поднял патрон. Немецкий, скорее всего. Вот патрон настоящий. А? Смотри, Да, немецкий. Причем он в ленте был, он с ленты. немецкий патрон. Да, с ленты. Где-то еще, значит, должны быть. А никто не смотрит. Да Это кинь ты с этого поля? Че? Да ладно. его. У нас их ящиками валяются, и никому они нахрен не Там надо. смотреть надо. Вот там такое есть. Так, а это что такое? Да, что-то. Само. От катюши, от самой гильзы, где это, ну, от топливного бака. У нее же это самое, как труба, а потом голова есть. И это от трубы. Розочкой обычно разворачивают, и это Осколка есть, один да? этот самый оторванный, одна розочка. А их дофига находишь, прямо такой хуяк, вот такая труба. Итак, мы закончили. Мы приехали на установку и обучение оператора на первый запуск. Напоминаем, мы запускали здесь трактор Valtra T235 лошадиных сил в комплексе с лесотехническим мульчером, ротоватором. Лесотехнический мульчер у нас был мульчер Nioba Machinery, модель TDD 200M с двухсторонней трансмиссией по 5 ремней с каждой стороны на фиксированных молотках. Далее мы поработали на мульчере. Затем мы навесили ротоватор Саукона Mary Crusher MGS 241. Односторонняя трансмиссия. Здесь вот мы прошли тоже ротоватором. Заказчик очень доволен результатом. Глубина обработки ротоватором до 25 сантиметров, что вполне устраивает. Этим комплексом будут обрабатывать до 3000 гектар полей. Будут вводить в сельхозоборот. Очень много поросли, серьезных деревьев. У данного заказчика на этих полях были сражения в Великой Отечественную войну. Очень много осколков, снарядов. Мы им желаем удачи. Всем спасибо за просмотр. Следите за нашими новостями. Данную и другую технику вы можете заказать на нашем сайте. Свяжитесь с нашими менеджерами. Мы оставим все ссылки в описании под этим роликом, либо первым комментарием. Подберем для вас надежную технику. Всем до свидания. Да, как я и говорил, в этом хозяйстве, внутри хозяйства есть мемориал, где они собирают осколки. Вот, кстати, наша едет Вальтра. С ротоватором уже все мы закончили. Здесь на высоте 200 в 1902 году стояли насмерть воины подразделений. И вот все осколки, которые здесь находятся. Вот каски, минометные хвосты. Это от пулемета. Все от миномета. И вот наши осколки, которые мы сейчас нашли при работе ротоватором. Это осколок от гильзы Катюши, также патрон немецкий. Мы его маленько повредили.